Ваше Высокопреосвященство и Пресвященство, Владыка Агафангел, Ваше Превосходительство, господин губернатор, дорогие отцы, братья, сестры, высокопоставленные гости, хотел бы всех вас поздравить с важным историческим событием. 4 года тому назад Господь привел меня на это место и имел возможность тогда заложить камень в основании этого храма. Когда посещаешь северные регионы страны, в которых климат отличается от тех регионов, где живет большинство населения, когда видишь, насколько хрупкой является природа севера, понимаешь, насколько должны быть сильными люди, чтобы здесь жить, трудиться, строить, созидать. А если принять во внимание экономическое значение Норильска, с которым мы, кстати, имели возможность познакомиться, посещая угольную шахту, вот когда понимаешь, насколько все это важно для страны, то одновременно сознаешь и подвиг, который осуществляют здесь люди, несущие трудовую вахту, да и просто занимающиеся всем необходимым для того, чтобы здесь была достаточно благоустроенной человеческая жизнь и разумно развивалось местное общество, развивая все необходимые стороны общественной жизни. Вот так оно здесь и происходит. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы совершать нечто здесь по отношению к другим, более спокойным и комфортным с климатической точки зрения регионам, нужно прилагать куда больше усилий. Как бы на единицу сделанного труда здесь, несомненно, люди затрачивают больше энергии. И вот вчера мне удалось спуститься на глубину 2 километров и там, на той глубине, увидеть труд шахтеров. Это действительно героический труд. Находишься в той зоне, где уже тепло от того жара, который внутри земли. И понимаешь, на какой же глубине ты находишься. И чувствуется нехватка кислорода, и понимаешь, что условия очень непростые. И вот там, на этой глубине, замечательно трудятся люди, производя очень важный продукт, поднимая на гора уголь, которым отапливаются города и веси. Ну и производится много того, что является попутным к производству вот этого чисто горючего материала. И исполняешься глубоким уважением и признательностью всем тем, кто несет здесь свою трудовую вахту, а также членам семей, которые разделяют с шахтерами и другими тружениками их непростые повседневности и помогают, несомненно, трудиться, сохраняя и доброе настроение, что очень необходимо, и здоровье. Я хотел бы поблагодарить всех, кто здесь трудится, и господина губернатора, его команду, всех тех, кто в забое, тех, кто обеспечивает производство топлива, ну и тех, кто занимается здесь культурой, кто учит детей, кто обеспечивает медицинское обслуживание, кто охраняет порядок, необходимый в любом человеческом общежитии. Вы делаете действительно большое, я бы сказал, великое дело. Освоение русского севера – это освоение тех территорий, в которых несметные сокровища, огромные богатства, огромный потенциал нашей страны. И когда осознаешь масштаб и силу этого потенциала, то понимаешь, как тщетны все попытки напугать нашу страну. То, что сегодня мы наблюдаем в сфере международных отношений. Вот тех пугальщиков привести бы сюда и поместить все условия, в которых вы работаете, трудитесь, добываете уголь. И чтобы они посмотрели на ваши лица, увидели эту силу воли, силу духа,
способности преодолевать трудности, ну тогда, может быть, еще больше бы задумывались бы, стоит обижать русских или не стоит. Помогай Бог всем нам в это непростое время трудиться каждому на своем месте, укрепляя силу нашей страны, могущество нашего Отечества, которое на сегодня является синонимом нашей общей безопасности и общего благополучия. Верим, что так оно и будет. А всех вас, мои дорогие, я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить за тот труд, который вы несете здесь, в этих непростых условиях, за то, как вы благоустраиваете этот замечательный край, как развивается образование, культура, наука, общественная жизнь в далеко не простых и нелегких климатических условиях. Пусть Господь помогает всем вам, укрепляет ваши силы душевные и телесные. Особенно моя молитва о молодежи, о детях, которые должны от нашего поколения принять вахту служения Отечеству, но что самое, может быть, важное, вахту сохранения православной веры. Потому что сила народа всегда связана с силой веры. Когда ослаблялась вера, тогда и народ становился слабее. Недаром во время войны, как мне говорили многие, кто сражался даже на переднем крае, в окопах атеистов не бывает. Когда я спрашивал о том, а как вот в советское же время было, партийные были среди офицеров и солдат, а как религиозный фактор? Вот ответ был такой: в окопах, особенно на переднем крае, особенно зная, что через несколько минут раздастся команда в атаку, в этот момент атеистов в окопах не бывает. Каждый как бы предстоит вечности Богу. И вот эта внутренняя, глубинная вера нашего народа помогла и тогда, в тяжелые годы войны. Она способна помогать нам и сегодня в трудных обстоятельствах жизни. Я от всего сердца хотел бы пожелать всем вам, конечно, сил, крепости, здоровья. Берегите свое здоровье, потому что обстоятельства чисто климатические достаточно непростые на севере. Но самое главное, сохраняйте веру и любовь к Отечеству, которые являются двумя крыльями, на которых взлетает человек. А если хотя бы одно из этих крыльев подбито или плохо работает, то и другому крылу не станет силы, чтобы поднять вверх человека, его личность, его совесть, его любовь к Отечеству. Пусть Господь хранит эту землю, такую богатую, процветающую и одновременно такую непростую для того, чтобы жить здесь и осваивать те богатства и сокровища, которые Бог даровал земле нашей через вот эти северные замечательные просторы и края. Я хотел бы в память о пребывании в Норильске передать встаньте ровненько, чтобы все ровно, вот так. Передать этому святому храму вот этот замечательный образ Христа Спасителя, как благословение патриарха всем прихожанам, конечно, духовенству, но и всему нашему этому северному краю, властям, воинству, всем труженикам. Пусть Господь хранит сие святое место, храм сей, и одновременно пусть Господь хранит каждого, кто трудится здесь, в Норильске, укрепляя могущество экономическое, да и военное через экономику всегда, и военное могущество укрепляется нашего Отечества. Хотел бы выразить благодарность Владимиру Олеговичу Потанину за его труды. Имели возможность убедиться в эффективности ваших трудов, посещая вот те объекты, с которыми вы нас вчера познакомили. И хотел бы также благословить вас на это очень важное служение Отечеству в этом северном крае. А благословить хотел бы образом Александра Невского.
моего покровителя. Сам я из Петербурга, как вы знаете, и, молясь перед образом Александра Невского, чувствовал его помощь. Пусть Господь хранит вас и ваших родных и близких и укрепляет на пути вашего служения Отечеству. Помогай вам Бог, дорогой. Спасибо вам большое. Владыка митрополит Пантелеймон, хотел бы поблагодарить вас за ваши труды и вручить вам памятный крест Ипанагею. Вы возглавляете самую большую по территории митрополию Русской Церкви. Пусть Господь хранит вас и укрепляет на этом пути. Ваш путь начался с того, что вы стали моим помощником, прислуживали мне еще в Ленинградской духовной академии. А когда Господь послал меня в Смоленск, в непростых обстоятельствах, потому что многие считали это некой ссылкой, резким понижением моего церковного статуса, ну и прочее, прочее. Ну, а многие люди просто здороваться в этот момент перестали. А вот были те, кто сказали: нет, мы поедем вместе с нашим владыкой. И вы были первый. Так что всегда это помню, храню в сердце любовь к вам и хотел бы выразить сегодня эту любовь вот подношением этого креста и Ипанагеи в памяти о сегодняшнем нашем событии. И владыке Агафангелу хотел бы выразить благодарность за его труды, вручить святую Ипанагею в надежде, что вы никогда не будете унывать, вот, всегда будете сознавать важность и даже особый почет служения в этом месте. А для того, чтобы у вас такие мысли к вам приходили в голову, вспоминайте посещение патриархом этих мест и все то, что я сказал, и об этих местах, и о важности церковного служения на севере. Пусть Господь укрепляет вас в ваших трудах. Владыка Игнатий также хотел бы вручить Ипанагею святую в память о сегодняшней общей молитве. Прошу огласить патриарший указ. Указом Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла во внимание к трудам по строительству храмового комплекса великомученицы Варвары города Норильска Красноярского края Преосвященный Агафангел, епископ Норильский и Туруханский удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени. Аксиос! Всем тем, кто присутствовал сегодня в храме, хотел бы передать вот такую маленькую иконочку Христа Спасителя. На обратной стороне этой иконочки патриаршее благословение. И попросил бы духовенство сразу всем раздать, с тем, чтобы люди с этим патриаршим благословением и могли пойти домой. С праздником вас всех поздравляю. Храни вас Господь и душевно, и телесно, и физически, и духовно. С тем, чтобы ваше пребывание на этих землях было мирным, спокойным, радостным и с большой пользой и для вас самих, и для Отечества нашего. Храни вас Господь.